Всем привет, мои хорошие! Я вам делала много тестов, поэтому вы следите, смотрите, полазите по моему каналу, там много достаточно интересных вещей. И главное, что я вам оставлю все ссылки под видео, и по этим ссылочкам вы можете перейти на GitKurs. Там мы с вами проходим уже полную колористику. На этом тренинге, который у нас на GitKurs, мы с вами проходим действительно очень много. У нас очень большой получается запас информации, который вы могли бы для себя взять. Где-то мы, наверное, часов 30 занимались с девчонками в прямом эфире. Теперь, конечно, все это в записи, но добро пожаловать. Тем, кому нравится, как я объясняю, я очень много даю своих наработок, так как все-таки стаж работы у меня уже около 30 лет. И я много чего знаю, много чего я видела, поэтому я думаю, что вам все это очень-очень пригодится. Много даю формул, рассказываю все прям подробно, все разжевываю. Я тестировала желтые микстона для того, чтобы делать предпигментацию. У меня были обесцвеченные прядки, половина была натуральных волос, половина у меня была обесцвеченных, окрашенных ранее волос. Из четверки я обесцвечивала на 9%, держала 60 минут. Условия для всех прядок были одинаковые. На выходе, вы посмотрите, там это для порошков я делала, там 4 порошка я брала разных. На выходе вот такие вот у меня оттенки получились. Какие-то получше осветлились, какие-то похуже. Но, в принципе, вот так вот все они осветлились. Еще раз повторю, это косметическая база на уровне четверки, это натуральная, вот я вам показываю, это уровень семерки, специально оставила. После этого мы с вами затонировали прядки для того, чтобы понять, каким цветом лучше работать, каким брендом лучше работать на предпигментацию, каким на усиление. И вот давайте с вами еще раз посмотрим. Это кедра, это у нас шот, а это у нас Constant Delight. Что из этого мы сделали, выводы какие, вы можете посмотреть в видео именно по желтым микстонам. Тоже коротенькое, найдите его, оно есть. Сейчас я хочу сделать что? Я хочу сейчас сделать нейтрализацию вот этих вот цветов, оттенков, которые получились. Я хочу один, вот этот самый холодный, который у нас с вами получился. Я хочу ему сделать нейтрализацию. У нас он тоже желтый, это шот, мы с ним его покрасили. Я, наверное, наложу на него нейтрализацию, какую я хочу. Я взяла тут, значит, от Constant Delight G2, 11 микстон. Значит, шот у меня есть зеленый. Буду смешивать с фиолетовым тоже для нейтрализации. И что еще я хочу сделать? И просто возьму чисто фиолетовый. А куда я его положила? И чисто фиолетовый специально купила. Меня кто-то из девочек просил. Constant Delight, чтобы я тоже протестировала, какой он есть. И я купила для девочек специально фиолетовый микстон. И его, естественно, мы положим на прядку. Думаю, что мы, наверное, вот эту зелененькую с вами... давайте-ка мы с вами зелененькую, все-таки вот эту зеленоватую, попробуем нейтрализовать сразу 11-м. И посмотрим, какой будет у нас. 11-й это антижелтый цвет. И попробуем. Почему? Я не хочу добавлять туда фиолетового, потому что так как здесь содержится зеленый, я думаю, что он хорошо нейтрализует. Все, и вот мы с вами посмотрим вот эти прядки, как у нас они отработают. Я вам буду сейчас разводить и показывать, какая прядка была до, чтобы вы потом посмотрели, какая прядка у нас после. У всех микстонов, естественно, условия одинаковые. 1 грамм микстона и 10 грамм у нас идет оксида. Оксид я взяла 3%. Так, значит, первое, что я развела фиолетовый с зеленым. Значит, фиолетовый я взяла капус, зеленый я взяла шот. И, соответственно, так как у меня 1 грамм того и 1 другого, значит, соответственно, у меня 20 грамм оксида.
Все остальное я взяла по 1 грамму. Сейчас мы с вами перемешаем. И положим с вами цвет. Я хочу положить сюда самый желтый, который у нас с вами получился после предпигментации. То есть тот, который у нас насытился желтым цветом от кедры. И сейчас мы с вами посмотрим результат. То есть я взяла фиолетовый 1 грамм, зеленый 1 грамм. И хочу сделать нейтрализацию на желтом фоне. Вот у нас такая прекрасная смесь получилась. Пока еще цвет никакой не проявился. Вот этот вот после кедры. Еще раз напомню вам, как вот выглядит этот цвет, чтобы мы с вами потом посмотрели, какой оттенок у нас получится. Все, опускаем, закладываем. И посмотрим, как у нас с вами нейтрализация пройдет. Так, первый оттенок мы с вами положили. Все, пускай отдыхает у нас здесь. Не забыть нам надо поставить сюда. Дальше у меня G1. Значит, G1 у нас будет с вами на... это у нас, по-моему, Constant Delight был микстон. Мы с вами сделали подложку, то есть сделали предпигментацию из желтого Constant Delight. Такой у нас получился больше желтый, но нейтральный. Поэтому сейчас мы размешаем. Вот у меня здесь я взяла 1 грамм, 10 грамм оксида, 1 к 10. Вы знаете, что разводить можно в разных пропорциях. Все зависит от того, какой насыщенности вы хотите. То есть, чем у нас меньше окислителя, тем, соответственно, больше цвета получается. Чем больше окислителя, тем меньше цвета. Цвет получается более прозрачный. Так, мы с вами развели. Это G2. G2 Constant Delight заявляет 3 фиолетовых, 1 синий. Поэтому кладем. Так, все, пускай у нас здесь опять же отдыхает. Так, дальше я развела антижелтый, также 1 грамм у меня здесь идет. И хочу я сделать нейтрализацию на прядку, которая у нас была с вами предпигментирована шотом. Шот у нас дал такой зеленоватый оттенок. Сейчас я размешаю. Посмотрим, что у нас на выходе получится. Как я вам уже говорила, у нас антижелтый — это самые прозрачные цвета. Может быть, у нас вообще ничего не изменится, но зато будем знать, как работает у нас. Так, это у нас антижелтый. И я все-таки решила сделать 2 фиолетовых. Мы с вами протестируем фиолетовый от Капуса и фиолетовый от Constant Delight. Так, антижелтый у нас лежит, чтобы мы не забыли. Я просто прядка, у меня здесь вот эта чисто обесцвеченная. Каким порошком я ее обесцвечила? По-моему, Матрикс у меня вот это из-под Матрикса остался. Вы можете посмотреть более точно, какие цвета у нас получаются. Это в видео. Я вам сделала, опять же, тестировала порошки. Вот, значит, это у нас прядка, это Капус. Фиолетовая будет сейчас. Также 1 к 10, ничего не меняется, пропорция та же. Ну, если только весы у нас какую-то погрешность имеют, только вот в этом случае. Так, вроде как это размешали. Сейчас мы с вами на фольгу нанесем эти 2 прядки.
Вернее, это одна прядка, мы разделим на две части. Потому что нам с вами надо покрасить и наш светлый цвет. Так, вот она. Угу. Так, это фиолетовая одна. Сейчас я фиолетовую, которая у меня от Constant Delight, размешаю. И одновременно нанесем. Цвет еще пока ни у кого не проявился. Так, все, размешала я Constant Delight. И теперь наносим с вами на наши прядки. Это у нас чисто фиолетовый оттенок. Посмотрим, какая у нас нейтрализация с вами будет. Так, сейчас. Так, один у нас готов. Сейчас его соберем. Накроем, чтобы он нам не мешался. И теперь покрасим вторую половину. Это у нас капус. Фиолетовые микстона я уже тонировала в видео. Вы уже их все посмотрели, так что можете тоже для себя сделать какие-то выводы. Что вы будете покупать себе в работу для того, чтобы упростить вам жизнь. Так, капус тоже готов. Ну, как всегда, ждем минут 5. Посмотрю, как там будет это все выглядеть. Мало будет, значит, соответственно, можем еще чуть-чуть посидеть. Наш результат с вами готов. И давайте теперь посмотрим. Значит, первый у нас с вами был, вы помните, самый желтый. Самый желтый я нейтрализовала, смешивала 1 к 1 зеленый с фиолетовым. И посмотрите, какой результат. Видите, у нас получился достаточно красивый результат. Натуральный цвет нейтрализовалось шикарно. Какой вывод мы из этого делаем? Он такой прям реально нейтральный цвет стал. Вы помните, насколько он был желтым оттенок. Но вы не забывайте, когда проходит нейтрализация, вот у вас прям это все наглядно видно, цвет всегда затемняется. То есть вы это должны учитывать. И следующий момент. Нейтрализация прошла успешно, прекрасно, как вы видите. Вот у нас нейтрализация. Но если вы хотите более серый, а не нейтральный, то, соответственно, надо усиливать оттенки, добавив дополнительные микстона сюда. Вот у нас получился красивый цвет. Все-таки действительно холодный. Это смешиваем 1 к 1 фиолетовый и зеленый микстона. Дальше. Мы взяли с вами микстон, который у нас антижелтый, и положили его с вами на цвет, который у нас получился после шота. Он получился у нас с вами такой зеленоватый. И сделали мы с вами нейтрализацию. Посмотрите, какой холодный у нас получился цвет на натуральной базе. И, в общем-то, достаточно нейтральный, честно вам скажу. Ну, он нейтральный, ну, наверное, все-таки чуть-чуть золотинка есть, но все-таки больше нейтральный. Он получился у нас с вами по длине, то есть там, где была обесцвеченная база. Вот, но здесь был у нас уже изначально нейтральный, вы помните, цвет у нас после шота, вот этого желтого. Здесь даже был чуть-чуть зеленоватый. Сейчас здесь зелени нет совсем. Он такой достаточно красиво, такой, скажем, бежево-холодный получился у нас на натуральном цвете. А здесь такой золотистый, золотисто-нейтральный получился цвет на обесцвеченной косметической базе. Это вот так вот работает у нас с вами 11-й микстон, из чего мы с вами делаем вывод, что
11 микстон, как правило, только для 9 и 10 уровней, в большинстве для 10. Вы можете добавлять его, можете не бояться. Видите, насколько он прозрачный, 11. Можете добавлять не по правилу 11, там 12, а добавлять гораздо его больше, потому что он совершенно прозрачный. Видите, он не меняет практически базу. То есть ушла зелень, которая была у нас в прядке. Теперь зелени нет, он стал больше натуральным. Следующий у нас с вами G1. Значит, если это был наш шот, значит, этот у нас был с вами G2. Простите, не G1, а G2. Мы с вами взяли и делали на желтой подложке после Constant Delight. И смотрим, так как это тоже считается микстон, как заявляет производитель, там у нас 3 части фиолетового, 1 синяя. И мы с вами смотрим результат. Результат такой получился. Фиолетового очень много у нас на натуральной базе. И он такой, как кастрюлька, такой грязный цвет получился на косметической обесцвеченной базе. Ну, вы помните, что косметическая база у нас была просто темней. Она там была где-то на уровне между 8 и 9. Ну, вот такая вот кастрюлька реально получилась. Совсем прям такой серенький цвет. Так что вы должны для себя уяснить, в какой пропорции мы с вами можем добавлять этот цвет для нейтрализации, либо для усиления оттенка. То есть вот не забывайте, что рассчитываем пропорцию из-за того, что вот такой достаточно насыщенный пигментами у нас с вами цвет. И у нас в завершении 2 фиолетовых. 2 фиолетовых я клала просто на обесцвеченную опять базу. Помните, ничего здесь я нейтрализацию никакую я не делала. И мы с вами получили, давайте посмотрим, у нас с вами совершенно разные оттенки. И сразу видно, вот это у нас с вами капус, вот это у нас с вами Constant Delight. И здесь мы с вами наглядно можем наблюдать, особенно на нашей натуральной базе, что в капусе у нас содержится больше красного, а в Constant Delight все-таки содержится синего больше. Поэтому для нейтрализации и ухода в холодные цвета, конечно же, Constant Delight получается для работы более эффективен, более правильный. Вот я вам показываю на натуральной базе, какой цвет получился. И теперь давайте смотреть на косметической базе. И вот обратите внимание, я всегда вам говорю, думайте, какой фон у вас осветления получается, чтобы не получить ненужных вам оттенков. И вот если вы посмотрите, там, где красного больше, когда мы добавляем фиолетовый оттенок, да, именно там, в котором у нас красного больше, на базу нечистую, то в итоге у вас, видите, получается более рыжеватый цвет. Вот как вот здесь вот у нас в капусе. И здесь у нас все-таки больше синего, за счет того, что у нас между 8 и 9. Цвет здесь очень такой достойный получился. Как вам описать? Вы знаете, он такой натуральный, с перламутром получился. То есть вот, ну, реально красивый такой достойный оттенок. А то, что у нас именно капусом мы нейтрализовали, где больше красного, он получился такой, как бы, знаете, краснинка-рыжинка, что-то непонятное такое. То есть с рыжинкой. Так что вот берите на заметку. Constant Delight мне прям очень понравилось, как делает нейтрализацию. Он, видите, он не сильно насыщенный, он такой достаточно прозрачный. Просто помните, база у нас была совершенно чистенькая. И вот также думайте и рассчитывайте по правилам для нейтрализации. И также думайте, сколько вам добавить для усиления. Цвет получился действительно прям просто прекрасный. Конечно же, вы по поводу колористики, я вам все ссылки оставлю. Те, кто все-таки хочет со мной пройти колористику, добро пожаловать. Смотрите описание внизу. Вы помните, что мы с вами решаем еще задачи в прямом эфире. И, пожалуйста, присылайте мне все. Мы с вами будем разбираться вместе дальше. Так что переходите ко мне на канал. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Всех люблю. Пока-пока.